Главные новости этого дня. Несколько часов назад поступили печальные новости о известном патриоте Российской Федерации, журналисте и режиссере Тигране Кеосаяне, которому совсем недавно было присвоено звание заслуженного артиста России. К сожалению, главный врач Московской центральной клиники Сергей Никоноров, где проходил лечение Тигран Кеосаян, подтвердил печальные новости о известном режиссере. Сегодня поздно ночью Тигран Кеосаян перенес обширный инфаркт, уже второй за последние 3 недели, который самым трагическим образом отразился на состоянии известного режиссера. К сожалению, Тигран Кеосаян, который уже 1,5 месяца находится в состоянии комы, пережил клиническую смерть и остановку сердца, по мнению лечащих врачей, безнадежен. А повторный инфаркт еще более усугубил ситуацию. У Тиграна Кеосаяна началась сердечная и дыхательная недостаточность. Известного режиссера подключили к аппарату ИВЛ. Как считает главный врач Московской больницы Сергей Никоноров, если состояние Тиграна Кеосаяна не изменится в течение следующих 3 дней, то известного режиссера могут перевести в специальный медицинский хоспис для терминально больных людей, без права посещения родственниками. Отметим, что в тяжелый момент для Тиграна Кеосаяна его поддерживают миллионы людей, в том числе его первая супруга, известная актриса Алена Хмельницкая, с которой он сохранил дружеские отношения. К сожалению, еще одна непоправимая трагедия произошла за последние сутки. На этот раз печальные новости о семье известного политического деятеля Сергея Лаврова. Зрители с большим стажем могут помнить, что несколько дней назад в жизни Сергея Лаврова уже произошло одно несчастье. Во время праздника Крещения трагически погибла, утонула его дочь Екатерина. Однако в результате следственных работ удалось доказать, что смерть дочери Сергея Лаврова не случайна. Екатерина стала жертвой заказного преступления. За несколько часов до трагедии, до купания, она подверглась отравлению. Позже выяснилось, что в этом замешаны криминальные структуры. Несколько дней назад Сергей Лавров перенес мини-инфаркт. Однако судьба не щадит известного политического деятеля. Сегодня стало известно еще об одной трагедии. Утром в Москве на одном из центральных перекрестков попала под машину супруга Сергея Лаврова, общественный деятель Мария. 74-летнюю женщину спасти не удалось. Странность и трагичность данного происшествия заключается в том факте, что наезд на супругу Сергея Лаврова совершила черная иномарка без номеров, которая даже не остановилась после чрезвычайной ситуации и уехала в неизвестном направлении. Сотрудники антикоррупционного комитета Никиты Михалкова считают, что в первую очередь преступления против Сергея Лаврова связаны с его профессиональной деятельностью. Еще месяц назад Сергей Викторович Лавров опубликовал общедоступную информацию о коррупционных схемах в вышестоящих эшелонах власти. Вполне возможно, что кому-то из чиновников не понравилась подобная открытая информация, и через криминальные структуры они решили отомстить Сергею Лаврову и его семье. Данное происшествие взято под личный контроль антикоррупционным комитетом и товарищем Бастрыкиным. Сергею Лаврову приносят глубочайшие соболезнования. Уважаемые зрители, если вы желаете выздоровления сотрудникам комитета и поддерживаете их деятельность, то можете поставить лайк под видео и написать поддерживающий комментарий.